Если даже в зале есть люди, которые не знают сочетания слов Дмитрий Волошин, то наверняка все абсолютно знают человека, который несколько последних лет ходит босиком. И он такой в нашей стране один. Но у него есть, кстати, на это свои причины. Дима, добрый день вам. Спасибо. Привет, раз, два, три. Слышно меня? Я сам себя не знаю, если честно, поэтому сегодня будем говорить об этом. Итак, включаем презентацию. Хочу перед тем, как включить презентацию, отметить, что сегодня офигенный ивент. Мне очень нравится, очень большой масштаб, очень новый формат. Я хочу поблагодарить вас, поблагодарить организаторов. Это прям новая века, мне кажется, у нас в Молдове. Итак, сегодня я хочу рассказать презентацию, которая называется «Обнять дракона». Она немножко отличается от той, что была в презентации. Но хочу отметить, что презентация, которая была перед тем, моя, мне кажется, она недостаточна. Я хотел бы ее немножко дополнить, поэтому еще пару слов о себе. Значит, если вы не знаете, 39 МД – этот сайт, который я придумал, Point МД и 4 МД – самые читаемые СМИ в Молдове, Студия МД – бесплатные электронные дневники, акквизиции, прозрачная система госзакупок. Раньше мы делали самые популярные молдавские сайты, стояли с самых истоков. А сейчас, вы знаете, эти сайты тоже с ними сталкиваетесь. У нас много социальных проектов. Мафия, Стопхам, вы, наверное, их знаете. Мы разукрашиваем город, это Кишинев ЗМИ. Сажаем деревья, Верди МД. Самая крутая, популярная, не самая популярная, но самая точная карта Молдовы – это Мэп МД. И еще немножко. Я режиссер клипов «Озон», Драгося Дентей и всех остальных. Спасибо. Да, сегодня для вас будут инсайты. Я обещаю, что вы узнаете то, чего не знали. Мультфильмы, которые я сделал как режиссер, их 6 штук. Наверное, в современной Молдове это единственные мультфильмы, которыми может гордиться страна. И они заняли 70 премий за лучшую анимацию во всем мире. Спасибо. Мы открыли 3D-школу, где обучали 3D-аниматоров. Она тоже единственная была. Мы сделали первый в Восточной Европе VR-мультфильм. И это действительно так. Он был сделан в Молдове. И даже сделали первый в мире 1D мультфильм, которого в мире больше пока никто не сделал. Можете его посмотреть, очень прикольный. И еще немножечко. Сонар – это подводная рада для пловцов, продается в 52 странах по всему миру, тоже придумано, разработано здесь, в Молдове. Лобстер – номер 1 груз для фридайверов в мире, сейчас стал индустриальным стандартом, буквально мы запустили недавно новую версию Squid, в которой уже 2 недели назад был установлен мировой рекорд по ныркам в глубину, тоже сделан в Молдове. За него мы получили продуктовую премию, самую крутую в мире, называется Red Dot. В Молдове еще никто ее не получал, а у нас она уже есть. Ну и знаете, что я нарисовал первый молдавский шрифт, который называется Honest. И еще совсем немножко еще. Я Iron Man, переплывал Гибралтар, стал президентом Федерации триатлон, поднимался на Монблан, Эльбрус, Олимп и другие. Жена запрещала подняться на Эверест. Ну, это отмазка, наверное. Я организовал Кишиневский марафон, самый большой спортивный ивент в стране, на который приезжают иностранцы больше, чем с 50 стран в мире. Могу не дышать 6,5 минут и стал чемпионом Молдовы по фридайвингу. Пробежал бостонский марафон и еще 20 других марафонов. Из них этот пробежал босиком, 42 километра, 230 километров по пустыне с рюкзаком. Бывал на Северном полюсе и даже взял 2-е место по забегу. Ну и вы знаете, наверное, что установил мировой рекорд за самый холодный забег в Эймиконе при минус 60 градусов. Спасибо, спасибо. И это еще не все. Недавно построил солнечную электростанцию на 1 мегаватт, выпускал газету SMS Market, сделал самый большой фестиваль электронной музыки, написал книжку, написал сказки. Прогулялись с сыном по Молдове босиком 150 километров, прошел випассану 10 дней в молчании и медитациях, установил памятник Бануцы, памятник женским рукам с родником и ношу чип в руке. А еще был первым молдаваном, который без визы пересек границу. Вот. Ну и афишу, вы знаете, благодаря ей мы здесь все собрались сегодня, да, тоже. Давайте, давайте, нормально похлопайте, нормально! Ух! Красавчики! Хорошо. Вы поняли, что сейчас произошло, нет? Да? Интересно, что? Дмитрий Сергеевич похвастался, все правильно. Сейчас вы покормили моего дракона. Того дракона, про который я вам хочу сегодня рассказывать.
Потому что очень многие вещи в жизни я делал ради этих аплодисментов, ради этих поклонов. И сегодня я хочу покачать эту тему, но перед этим расскажу, как я сюда попал. Я не коммерческий спикер, я не выступаю за деньги, и поэтому могу себе позволить свои презентации не повторять. Я это делаю уникально, и если я о чем-то рассказываю со сцены, я больше это не рассказываю ни при каких обстоятельствах на других площадках. Потому что каждое выступление мое, каждый выход на сцену перед аудиторией, особенно такой большой, как сегодня, для меня исследование себя. Для меня челлендж что-то понять про себя, выйти на сцену, поделиться этим. Я обычно перед этим анализирую свою жизнь за последний период жизни, понимаю, что меня в ней беспокоит, начинаю разбираться, потом нахожу инсайт какой-то, упаковываю ее, выхожу на сцену, рассказываю вам и освобождаюсь. Таким образом двигаюсь дальше. Я надеюсь, что моя история будет кому-то сегодня полезна, кто-то что-то возьмет для себя личное. Но даже если нет, то благодаря вам я хочу вам сказать спасибо, я что-то новое про себя понял. Это я выступаю перед выпускниками, меня тоже попросили, там была очень крутая речь, но я, к сожалению, больше повторить не могу, она есть в текстовом виде. И сейчас хочу попросить поставить ролик, с которого начался мой путь, казалось бы, к вершине, с одной стороны, но оказалось, наоборот, в глубину. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey, you made me a believer, believer. Hey, you break me down, you build me a believer. Has turned your spirit to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like. Hey, you made me a believer. And the flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down like. Hey, good to be good! John, блядскость. Ебать. Дима, а что ты такой дурак? Мать. Почему дурак? Это же очень любопытный экспириенс.
Это реально был любопытный экспириенс длиной в 7 лет. Начался он с маленьких побед, за ним следовали восхищения в социальных сетях, аплодисменты. Я мотивировался, делал еще больше, еще. И я все делал и делал, даже несмотря на то, что начал страдать сначала мое здоровье немного, потом начала страдать моя семья, которая пыталась постоянно избавиться от этой любовницы в виде спорта, выкидывая велосипеды с балкона. Вот. Потом друзья, потом работа начала страдать, но я как будто бы ничего не видел. Вы сами видели в конце, если вас это зарядило, как это заряжало меня, когда на тебя вешают медали, тебе хлопают, ты с флагом финишируешь, сколько гормонов. И я увлекся этой игрой очень сильно до тех пор, пока не понял, что все, что я делаю, это ерунда. И это нужно сделать, не просто поучаствовать в соревновании, а сделать то, чего не делал никто в мире. Так у меня появилась идея установить мировой рекорд и пробежать самую холодную гонку, найти самое холодное место, сделать там самую длинную дистанцию при самой холодной температуре. Так появилась идея пробежать Амикон в Сибири, в Якутии. И, в принципе, я пробежал. То есть, на самом деле, это было очень тяжело, я очень долго готовился. Но за 6 часов я смог пробежать 50 километров. Рекорд зафиксировали, и я прибежал. На следующий день... Так, хлопайте, давайте, кормите. Давайте, спасибо, молодцы. На следующий день я проснулся знаменитым, и знаменитым не только в России, в Молдове. Обо мне говорил весь мир, Евроньюз, CNN. В России вообще это была новость номер 1. Даже Жириновский об этом сказал, но у Жириновского это, наверное, единственный его прогноз, который не сбылся. Он сказал, что он рано или поздно замерзнет, этот молдаван. Да, и он не понимал, почему, блядь, рекорд по самому холодному забегу установил в России молдаван. Что за ерунда, что в России бегунов нет, что ли? Но на самом деле, параллельно с этим был один момент, нюанс, про который я особо нигде не афишировал. После гонки я ослеп. Получилось так, что я бежал без маски, потому что и без очков, потому что они из интенсивного выделения тепла потели. И мне пришлось снять все с глаз, хотя была запланирована маска, и я бежал без нее. Но при 60 градусах делать это опасно. И на самом деле на финише я очень плохо видел, я видел просто силуэты людей. Я очень испугался на самом деле. И вот тогда, когда я помню, что в таком состоянии, вот в этом полумраке, я первый раз увидел своего дракона, большого, жирного, откормленного дракона, которого я все эти 7 лет кормил, который питался моим здоровьем, моими успехами на работе, моими связями с семьей. Мне пришлось делать очень много компромиссов от того, чтобы откормить эту жирную тварь. И тогда я понял, что все, нужно остановиться. Я его увидел и понял, что дальше я кормить его не хочу. Потому что он выглядит реально очень неприятно. И когда ты осознаешь, что ты марионетка в руках общества, в руках лайков, социальных сетей, чувствуешь себя, честно говоря, погано. Меня спасли. Якутский охотник, с которым я пожаловался, я слеп, я ничего не вижу. Он говорит, да, нормально. Мы когда ездим на своих буранах и долго от ветра, хрусталик становится мутным, но мы идем в баню, и там тебя пропарим, прогреем, все будет хорошо. Эта фотография замылена в нужных местах. На самом деле у них есть очень прикольный в Якутии челлендж, называется челлендж 200. Это когда они топят баньку сильно, доводят до 140 градусов внутри, а на улице минус 60. И вот разница в 200 градусов, когда ты выходишь, это бум, просто разрыв мозга. И вот мы попробовали, у меня реально глаза восстановились, я прозрел, но я прозрел не только глазами, но и пониманием, что мне в моей жизни что-то нужно менять. И я бросил спорт в том виде, в котором он присутствовал в моей жизни. Я перестал ездить на соревнования, перестал гнаться за рекордами. Я стал развивать спортер, Кишиневский марафон, бегал для себя пару раз в неделю, с сыном занимался. Но соревнования я все прекратил. Но та баня триггернула меня на то, что есть в жизни интересная штука, которая называется баня, которая дает удивительные инсайты, потому что первый инсайт я получил именно там. Краткая история моей семьи. В Дурлештах 10 лет назад я построил домик, дачный домик, для того, чтобы отдыхать моей семье, приезжать на выходные, жарить шашлыки, пить вино, ну, как многие из нас делают. Мы там проводили Новые года, встречались с друзьями. Я бы здесь попросил вас похлопать, потому что это очень важно для нашей семьи событие. Спасибо.
Это уже не про дракона. Вика знает, для нее это было, но чуть-чуть попозже давайте расскажу об этом. И вот когда я вернулся с Эмикона, я понял, что я хочу делать собрания с друзьями в бане регулярными, потому что я вообще человек системный достаточно, и понимаю, что если хочешь, чтобы в твою жизнь что-то пришло, нужно это вставлять в систему, а случайным образом не получается. И поэтому по четвергам выбрали четверг как день свободный, я стал приглашать своих друзей, и вот уже начиная с 2019 года, 4 года, 4-й год, да, мы собираемся каждый четверг, там от 5 до 10 человек, и проводим замечательное время. Мы не пьем, мы не курим, мы паримся, общаемся. Вот, и клуб наш называется Enjoy. Вот. И вот когда пришло время, вот прошлый год, настолько мне понравились эти наши посиделки, настолько это было круто, потому что мы ездили по всему миру, и собирали разные культуры, разные ритуалы, разные бани, разные штуки. И это приносило нам такое колоссальное удовольствие, что в один момент я решил, что такое сокровище держать у себя у одного неправильно, что нужно им поделиться с миром. И появилась у меня идея сделать баню как прототип бизнеса. Может быть, не прям бизнес, но хотя бы попробовать. А люди пойдут вообще сюда за деньги, вот приходить и париться, чтобы поделиться с другими. Банного рынка у нас в Молдове не существует. Есть рынок саун, но это совсем не то, другая совершенно история. А я, поездив по миру, понимал, что это очень крутая культура и очень крутой вариант времяпровождения. А голубые океаны я обожаю. Голубой океан – это такой, в котором нет конкурентов, и он не существует, его надо создавать. Это очень сложно создавать новые рынки, но это всегда очень увлекательно. И я пришел к своей супруге для того, чтобы сообщить ей, что если она хочет теперь пойти на дачу, ей нужно будет записаться в рецепцию. Вот представьте, вы приходите домой, говоришь, любимая, значит, у нас в квартире скоро появятся, как бы сказать, посторонние люди, и мы им будем мыть ножки. Да? Ты не против, я надеюсь. Короче, поддержки я у нее не нашел сначала, у нас было очень много разговоров. И главный вопрос, который мне задала: Дим, скажи мне, пожалуйста, ты вроде бы человек, которым я горжусь, которым я наблюдаю, как ты растешь. Ты начал с маленькой комнатки на Буйкан, поднялся, сделал самый большой IT-бизнес в стране, там 3 девятки. Ты потом начал делать мультфильмы, ты весь мир удивил молдавской анимацией. Потом ты сделал Sonar Lobster, и куча людей по всему миру используют эти продукты и удивляются, что они сделаны в маленькой стране. Ты масштабный чувак. Какого хрена домик в Дурлештах? Почему ты решил заняться этим бизнесом? Я на самом деле тогда не смог ничего внятного ей ответить, что-то промямлил про то, что Вселенная мне дает такой сигнал, и я иду туда, я не понимаю, почему так надо, я чувствую, что надо, а почему объяснить не могу. Но тогда меня это триггернуло. Ну вот, кстати, например, где дилеры наших проектов по Sonar и Lobster, у нас висит в офисе такая штука. Вот. И она как бы меня мотивировала в свое время. Потому что, действительно, круто делать в Молдове штуки, которые пользуются по всему миру. Вот. Но потом Вика потихонечку втянулась. Я все-таки сделал то, что запланировал. Я сделал из нее банный комплекс, и мы начали потихонечку приглашать друзей, собирать, не друзей, а гостей, собирать команду. И Вика потихоньку втянулась. Она поняла, что для нее это возможность проявить себя. Она занялась нашей фирменной одеждой, занялась косметикой, декором очень много. И мы с ней часто участвуем в разработке наших банных ритуалов. Да? Вот, например, она поучаствовала в Love Story, придумала очень крутую 3-актовую программу для влюбленных. Вот. Банный комплекс стал развиваться активно. Я начал вкладывать в него силы. Появилась скандинавская сауна, появилась японский спа на берегу пруда, появилась Кокутень-Трипольская баня. Если вы не знаете, есть такая замечательная культура, которая была расположена, и цивилизация маленькая на территории нашей Молдовы. Она была одной из первых в Европе этих цивилизаций, еще до Месопотамии, до Египта, до Китая еще не было. То есть вообще одна из первых в мире в каменном веке строили города в Молдове, когда весь остальной мир ходил еще в шкурах. Я когда об этом узнал, я очень был удивлен, и вот построили такую баньку. Вот. И по названию у меня были качели, но на самом деле у меня было понимание, что раз я этому месту, этому бизнесу отдаю все, я должен отдать ему свое имя. И таким образом появилась Волошин баня год назад. Бизнес, который начал давать мне
Ну, не деньги точно, но я начал получать нечто большее. Я начал получать обнимашки от людей, благодарность за то, что мы знакомим их с этим опытом. Очень много положительных отзывов, очень много счастливых, веселых лиц, очень много крутых постов, очень много деток довольных. И команда, которая собралась, она тоже, я как будто вернулся на 20 лет назад. Они все заряжены, у них все горят глаза, они делают удивительные вещи. Я стал этим питаться, потому что начал понимать, что есть нечто большее, чем большой масштабный бизнес, что можно получать удовольствие и в маленьком объеме. И вот опять, почему баня? Мне прошло 2 года, нет, вру, год прошел с тех пор. Я постоянно себе задавал этот вопрос. И вот сегодняшнее мероприятие, на самом деле, помогло мне разобраться, что случилось, почему я выбрал именно этот бизнес. А инсайт у меня произошел на дне рождения бани, когда у нас есть традиция, когда я мою ноги сотрудникам, омовение делаю, и таким образом благодарю их за то, что они со мной. И вот во время этого ритуала я вдруг почувствовал, что я получаю удовольствие от служения. Я получаю удовольствие от того, что когда я отдаю себя другим. И я почувствовал, что в этот момент я как будто бы отдаляюсь от страсти к тщеславию, к лайкам, к похвале, к тому, что меня мотивировало тогда делать невероятные вещи, и что мне становится легче. И в тот момент я понял, что баня появилась у меня в моей жизни для того, чтобы я научился отдавать. Если я раньше втягивал в себя, что я начал сейчас отдавать. И для меня этот был такой сильный инсайт, что я понял, что и другие проекты, которыми я занимался, у них была своя миссия, своя задача. Они просто сваливались на меня с неба, как Вселенная, вот делай это или делай это. В каждом из них я находил что-то для себя важное, чтобы самому развиваться. Как IT-проекты, например, мне дали финансовую свободу и понимание, как устроен бизнес. Мультфильмы я делал для того, чтобы реализовать себя творчески, стать режиссером. Спорт мне дал силу уверенности в себе, понимание, что я могу все. Социальные проекты, мне нужно было почувствовать себя важным для нашего общества. Даже босиком я ходил для того, чтобы избавиться от чувства, от влияния чужого мнения на свое. И тогда я понял очень важную вещь, что формулировка, про которую вы знаете, да? Вы согласны с этим? Не слышу, скажите. Аплодисменты, будем считать, что да. А вот и нет, да? Вот я тоже думал об этом, что это да, но на самом деле не так. Бизнес должен менять тебя в первую очередь. Он не должен менять мир. Вот здесь похлопайте. Это очень важная штука. Спасибо. Почему? Это главный инсайт, который я понял в работе на сегодняшней презентации, что тот крутой бизнес, не который приносит много денег, не тот, у которого большой импакт на мир, а тот, у которого максимальный импакт на тебя, потому что бизнес должен менять тебя, а ты будешь менять мир. Вот, посмотрите, вы видели ту карту, да, где много-много точек по всему миру. Но на самом деле вот эта маленькая, надо было сердечко мне туда поставить, сейчас подумал, да, что вот эта штука сейчас меня меняет намного больше, чем те там, 50 дистрибьюторов по всему миру. И даже если посмотрите фотографии, как я менялся, это вот доспортивная история слева, да, а это после того, как я закончил спорт. Видны же переменные? Скажите, Ашей? Ну, видно же. Было-стало. Но есть еще более важная перемена, и я вам покажу в следующем слайде. Посмотрите вот сюда. Какой человек счастливее? И пару слов про трансформацию. После того, как я получил этот инсайт, у меня было еще время подумать и понять, а как, собственно, бизнес меняет человека и что ему с этого. На самом деле, те бизнесы, которыми я занимался до сих пор, те проекты, которые были до меня, они не попали в тень моего внимания. На самом деле, они тоже начали меняться. Даже вот, если вы знаете, что OKR, появился OKR у нас в компании, в Симплсе, в головной компании, тоже благодаря тому, что я начал идти к смирению, успокоить свое эго и перестать гнаться за лайками. И стал доверять людям. OKR – это такая система, при которой команды сами ставят себе цели, задачи. По этой системе работают и Google, и Facebook. Они ставят себе сами цели, сами к ним идут, пытаясь максимально дотянуться. Там нет штрафов, там нет даже порицаний, если команда не смогла дотянуться до своей цели, потому что цели ставятся всегда максимально амбициозные, которые только можно дотянуться. Даже если не можешь, максимально высоко прыгнешь.
И эта штука очень круто работает. Спустя 2 года, спасибо моему партнеру Роману Штирбу, который интегрировал ее в нашу компанию, я ее принял, я ее поддерживаю. И вот таким образом, доверяя своей команде, ты получаешь максимальный эффект от их работы. И это очень крутая система. Я могу отдельно сделать презентацию, чтобы рассказать, как она работает. Возможно, это будет многим полезно. И миссии, когда говорят, что у компании должна быть миссия, должны быть ценности. Для меня был инсайтом, что в компании, твоей компании, которую ты организовал, которую ты открыл, которую ты ведешь, должны быть твои ценности, твоя миссия. И потому что, реализуя себя в этом бизнесе, ты реализуешь и сам бизнес. Поэтому очень важно не брать модные миссии и ценности, а покопаться в себе, увидеть своего дракона, понять, что для тебя важно, и сделать их миссией компании. Люди, которые работают с тобой, они к тебе присоединятся и станут тоже ее также разделять. А те, которые не разделяют, они просто уйдут. И поэтому очень важный месседж: ищите реализацию себя либо в своих бизнесах, даже если вы наемный сотрудник, найдите, как вы можете реализовать себя в той работе, в которой вы сейчас находитесь, проявить себя, стать частью этого. И вы, наблюдая за своими страстями, наблюдая за тем, кто вы и что вы, обязательно найдете очень темные места, темные регионы, в которых прячется дракон. И тогда можно будет к нему подойти, посмотреть ему в глаза и обнять его. 2 минуты, Дмитрий. Все, я заканчиваю. Так, а вот сейчас аплодисменты нет, давайте не хлопать. Потому что я думал, я такой думаю, я сейчас так вот все расскажу, они такие захотят похлопать, а я им так скажу: не хлопайте мне не нужны аплодисменты. И такой уйду со сцены, и все так. А потом, так, стоп, подожди. А потом я подумал, что, ну елки-палки, ну как был бы мил скучен, да, если бы никогда не было поглаживаний, да, если бы тебе никогда не говорили спасибо, если бы тебя никогда не обнимали, если бы не говорили, какой ты крутой. Мы же социальные животные все, нам обязательно нужно поощрение от общества, поэтому все-таки похлопайте. Так, и по скриптам, ребят, я когда вернулся с Микона, я сделал маленький проектик, который называется «Шоткат». Я по вторникам встречаюсь с людьми, которым нужна моя помощь, и совершенно бесплатно уделяю 5 человекам в неделю по полчаса своего времени, помогаю решать личные вопросы, бизнес-вопросы, абсолютно любые. И вот есть сайт Shotcut.md, вы можете зайти, описать свою проблему, свяжется с вами мой помощник, и придете, мы с вами поболтаем и обсудим. Можем эту презентацию тоже, кстати, обсудить. Все, еще раз кланяюсь, большое спасибо. Надеюсь, уложился. Mulțumim frumos!